Всем привет! Как вы поняли из названия ролика, сегодня речь пойдет о бочонке для меда, вернее о том, как я его буду делать. Скажу сразу, это не готовое изделие, вернее оно прошло все стадии, все процессы, я даже нанес масло и обработал воском. Но тем не менее это прототип. Дело в том, что я не профессиональный токарь, я еще только делаю первые шаги в этом деле. Бочонков я не делал это точно никогда. Поэтому я решил сделать для начала и понять руками, какое должно быть соотношение высоты и ширины изделия. Если заметили, я здесь сделал кольца. Где они должны быть? Ниже, выше? Как должна располагаться крышка? В данном варианте я сделал крышку, скажем так, в нахлобучку, которая просто вот так вот ставится. Но в планах у меня попробовать все варианты крышек. То есть крышка, которая вставная просто наверх. Некоторые даже делают ее из фанеры, что мне кажется недопустимо. Также я хочу попробовать систему двойной крышки. То есть одна будет закрываться сверху, а другая будет помещаться внутри. Причем она будет двойная. Скорее всего, это будет лист вощины и тоненькая деревяшка. Либо склеенная вощина, либо навощенная деревяшка. Я посмотрю, как это я сделаю. Ну и, конечно, я попробую сегментное точение. У меня есть тоже несколько вариантов, очень, мне кажется, интересных. Правда, очень затратных, я имею в виду время. Но также я попробую это сделать все на канале. Делал я, как я сказал, из липы. Я брал доски, у меня были пару досок. Я их склеил вот в такой щит-брус. Отпилил и дальше стал делать бочонок. Хорошо это или плохо, я скажу в конце ролика, где буду делать выводы. Для тех, кто хочет посмотреть, как я делал этот бочонок, пожалуйста, продолжайте просмотр этого ролика. Для остальных до свидания, встретимся в другой раз. Но, тем не менее, не забудьте подписаться, поставить лайк, хотя бы за мою работу. А для тех, кто продолжает смотреть мой ролик, я начинаю делать вот этот бочонок. Первое, что я сделал, я склеил заготовки, которые состоят из щитов. Они примерно чуть больше, чем 25 миллиметров. Разной ширины они. Клеил на обычный клей ПВА. Клей-берит какой-то. Сейчас разберу и покажу, что получилось, чего хочу достичь. Ну вот, есть у меня вот таких две заготовки. Одна прижимная доска. То есть получается где-то 14 на 14 у меня такой вот квадратик. Сейчас отфугую как минимум две стороны. Ну, две они отфугованы. За третью еще отфугую, чтобы потом можно было удобно разрезать. И попробую точить. Ну, начну, наверное, с мелкой. Дальше покажу, что будет происходить. Перешел я на фуганок. Начинаю фуговать. Вот я слегка отфуговал, прошелся несколько раз, там 2-3 раза. Это я сделал для того, чтобы у меня получились прямые углы. И дальше я хочу разделить, как я уже говорил, заготовку вот эту большую метровую на несколько частей, чтобы уже точить. Чтобы проще мне было разрезать, поэтому я сделал вот здесь прямые углы, чтобы при помощи, допустим, там, той же торцовки с переворотом, либо на пильном столе, но опять же не в один проход, а в несколько, их распилить. Точить я буду, то есть делаю вот такую, допустим, заготовку, и бочонок мой будет вот здесь. То есть точить я буду поперек волокон, то есть волокна идут вот так вот, они также идут вот так. Второй вариант я хочу сделать, распилить на вот так, ну здесь сделать квадратик, склеить возможно еще больше и попробовать потащить именно по торцам. То есть они все склеятся между собой также по пласте, но точение будет уже по торцу происходить.
После того, как я сделал большую заготовку, я вот отрезал от нее небольшой кусочек. Сейчас буду пробовать сделать из нее бочонок для меда. Делаю я это впервые, поэтому сейчас прямо в кадре буду учиться. Ну, начну я точить в двух центрах, или центрах, скорее всего. Сделал я цилиндр из бруса. Теперь я размечу его. Ну так, условно, конечно. Во-первых, смотрю. Здесь не хватает. Ну, больше 10 сантиметров. Первое, я хочу здесь сделать две таких проточки, в которых я потом смогу зажимать в патроне изделия. То есть у меня здесь будет бочонок, небольшой отступ, крышка. Вот, собственно говоря, сейчас начну размечать. Размечать я буду на глаз, скорее всего, примерно прикину по сантиметрам, потому что делаю я это впервые. Опыта у меня еще нету в этом деле, поэтому в конце ролика скажу, где можно было внести коррективы. Итак, я сделал две таких проточки справа и слева, чтобы зажать в патрон. И сделал такую проточку, по которой сейчас я отпилю недостающую мне часть. Понятно, что я делаю первый раз, и поэтому не могу пока соотнести размеры, пока делаю на глаз. То есть это будет бочонок, это будет крышка, которая будет закрывать этот бочонок. Отпиливаю, зажимаю, потом включаюсь. Начну от точения с крышки. Вот эта часть для крышки. Крышка у меня будет наверх на бочонок, поэтому вот здесь мне надо сейчас сделать некую, придать форму, обозначить ее, саму крышку ее, габариты. И здесь проточить, как минимум канавку, а лучше всю крышку, выбрать здесь немножко. Сделать небольшой кантик для, собственно говоря, одевания. Итак, начну. Сделал я проточку. Пока еще тут не подшлифовал. Опять же говорю, делаю первый раз. Скорее всего, надо будет подшлифовать. Возможно, надо ее сделать глубже. Скорее всего. Но посмотрим. Меняю теперь заготовку. И теперь, как вы понимаете, я должен сделать сверху такую же проточку, чтобы можно было одеть вот эту крышку. Одел я крышку на сам бочонок. И теперь буду точить, собственно говоря, все изделие в сборе. Ну, допустим, высота бочонка здесь. И будет у меня два обруча. Так, сделаю их на расстоянии 30 миллиметров
от краев. И где-то, наверное, по 1,5 сантиметра. Даже, возможно, по сантиметру. Следующий этап. Я снял крышку. И получился бочонок такой. Так, и мне надо сделать отверстие. Нет у меня пока резцов для расточных, скажем так, для внутренней выборки, поэтому воспользуюсь пока патроном и вот таким вот сверлом Фоснера. Конечно, здесь надо сделать выборку на 60, но у меня такого сверла нет. Есть на 45, есть на 80, на 60 нет. Это был бы идеальный вариант. Сделал я глухое отверстие. Величина его у меня получилось 102 миллиметра. Ну, примерно вот так. У меня нет, как я уже сказал, расточных резцов. Надеюсь, я их изготовлю. Но пока попробую воспользоваться тем, что у меня есть. Отшлифовал я бочонок, собрал его, отшлифовал. Сейчас буду отрезать. Вернее, перекину на патрон. Зажму в патрон сейчас крышку. Для этого надо сделать ее ровненькой. Конечно, чтобы эту срезать, я на разжим патрон поставлю. Но внутри хочу сейчас еще подкорректировать. Вот такой вот бочонок, такой внутри. Опять же, нет расточных резцов. Как видели, я сверлом Фоснера выбрал. И дальше стамеской, ну, отрезным резцом, потом стамеской почистил. Можно, в принципе, начать-то не с крышки, а с самого бочонка. Так, вставляю и разжимаю. Вот такой бочонок у меня получился. Отшлифовал я, отполировал. Вот здесь внутри, понятно, как мог. Проточил, опять же говорю, что у меня нет расточных резцов. И сейчас я хочу покрыть маслом. У меня есть кулер для масла, есть масло. Я решил провести еще один сразу эксперимент. Я разбавил масло с колером 1 к 5. Но его немножко, мне немножко и понадобится. И, например, хочу покрыть крышку. И также хочу покрыть вот эти вот выступающие дуги. Несмотря на то, что масло у меня давно это, я, честно говоря, первый раз его использую. Масло в липу впитывается очень хорошо. Сейчас подожду несколько минут. Еще раз пройду кольца
Надеюсь, вы понимаете, какого эффекта я хочу добиться. Я хочу, чтобы кольца, мало того, что они и сделаны, ну, объемно, выпукло, я хочу, чтобы они еще немного отличались цветом. То есть сначала я прошелся, скажем так, размытым цветом, полусухой губкой в данном случае, чтобы создать фон. А теперь я усиливаю именно дуги. Вот так выглядит мой бочонок после того, как я покрыл колерованным маслом дуги и крышку. Немножко шлифанул. Мне осталось покрыть маслом уже все изделие. Пока буду покрывать, расскажу немножко о выводах, которые я сделал. Ну, начну с того, что, как я уже говорил, я впервые делал этот бочонок. Делал его, скажем так, с той целью, чтобы понять, ну, сделать прототип, чтобы понять, что мне надо, как рассчитывать размеры, параметры, где больше, где меньше, вообще как точится, что мне для этого надо. То есть, как эксперимент и как такая обучающая работа для меня, мне кажется, прошла на отлично, на хорошо. Я теперь понял, что я буду, вернее, какие заготовки мне нужны. Первое, к чему я пришел, это то, что я не точил липу никогда. Липа очень мягкий материал. И зажать ее в патроне достаточно проблематично. Дело в том, что патрон сминает липу, и через некоторое время может произойти, ну, скажем так, перекос, ну и вследствие этого вибрация. А когда надо точить две части, которые должны быть соосны и потом совпасть, в этом есть, ну, проблема. По крайней мере, у меня была. Поэтому все следующие свои заготовки я буду делать бабышки, приклеивать к ним из, ну, более твердого материала, дуб, ясень. Обрезков много, там много не надо, поэтому проблема будет решена. Второе, ну, безусловно, нужны расточные резцы, но я думаю, что я их сделаю частично самостоятельно при помощи твердосплавных пластин, которые идут мне с Алиэкспресс уже очень давно. Я надеюсь, они все-таки дойдут. Я покажу процесс изготовления резцов из твердосплавных пластин. Вообще у меня есть несколько идей, как делать бочонки. То есть, ну, что касается формы. Ну, вернее, форма это понятно, бочка, но есть разные варианты. Есть, когда крышка закрывает бочонок, является как бы продолжением. По мне это хорошо, что если он будет использоваться для меда, мед, ну, обычно ложку вот так вот чистят, и содержимое будет падать в бочонок и не будет препятствовать закрытию и открытию. Второй тип, это когда крышка просто вставляется вовнутрь, иногда ее заливают воском, иногда кто-то делает даже из фанеры, чего я себе позволить не могу, зная, из чего делают фанеру. Различные есть способы, буду экспериментировать в этом направлении. Конечно, я попробую сделать и тот вариант. Также я хочу сделать бочонок примерно с такой же крышкой, но внутри сделать еще одну такую фальш-крышку. Это тоненькая деревяшка, скажем так, с воском. Либо сделать кольцо восковое, которым я буду закрывать мед. Но опять же, для этого мне нужны расточные резцы и определенного типа. Покрыл я маслом. Буду ждать, пока масло впитается.
Вытру, дам просохнуть недельку. Посмотрю, что будет через неделю, скорее всего. Если вдруг поднимется ворс, то я немножко пошкурю и обязательно вторым слоем масла покрою. Еще хотел бы напомнить, что после того, как поработали с маслом, ни в коем случае нельзя оставлять тряпки, потому что они склонны к самовозгоранию. Поэтому все, что касалось масла, я имею в виду тряпки, салфетки, надо либо в ведро, которое закрывается в железное, либо сразу утилизировать те места, где не может причинить вреда. Ну а на этом все. Сегодня я сделал прототип бочонка. Впоследствии буду делать их разные, разного размера, разного вида, разного типа, в том числе и сегментного. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите мои ролики, а я буду продолжать делать бочонки. Всем пока. Пока-пока.